Швейцарии стартовал саммит мира, новые IT-санкции и экологическая катастрофа в Якутии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Швейцарии стартует саммит мира, ожидания, требования, гарантии и реалии. Надо консолидировать вокруг формулы мира президента Зеленского. Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении в ЕС, но когда закончат? Первый за длительное время официальный визит китайского премьер-министра в Австралию. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, так вы можете нас поддержать. Поехали! Авиабаза «Морозовск» в Ростовской области под атакой как минимум 70 беспилотников. Это подтвердил глава украинской разведки Кирилл Буданов изданию The War Zone. База находится в 300 километров от украинско-российской границы. На ней стояли истребители Су-34. Сколько именно истребителей поражено во время атаки, неизвестно, но после нее оттуда пропали как минимум 5 машин, согласно спутниковым снимкам. А в разрушенном ангаре видны силуэты еще 2 самолетов. Российские пропагандисты, например, канал «Два майора», пишут, что их это настораживает. Несмотря на недостижение противником целей по уничтожению наших самолетов, сегодня ночью на аэродроме Морозовск в Ростовской области способность ВСУ запускать вглубь нашей территории по 70 дронов единоразово, а также преодоление ими ПВО до момента подлета к аэродрому указывает на сохранение противником высокого потенциала применения этого типа кустарного средства поражения. Обстрел произошел 14 июня. Думаю, о подробностях мы сможем узнать еще позже. Мы видим, как вот эта буферная зона с нашей уже стороны будет создаваться, в том числе на территории Белгородской, Курской, Брянской народных республик, на территории Ростова, как я уже сказал, Краснодарского края. И мы видим, что такими усилиями враг вынужден отодвигать свою технику, свое вооружение. Если мы говорим о Морозовске, например, сегодня разная информация о том, что удалось повредить этим беспилотным аппаратам. Верификация этих данных, она сегодня идет доразведка, уточнение. Речь может идти как минимум об одном уничтоженном самолете или пораженном самолете, который потребует очень серьезного ремонта, или о нескольких летальных аппаратах. В любом случае, эти самолеты, они исчезли с этого аэродрома. И таких примеров очень много. И, собственно, если изменится ситуация для нас с плюсом, она изменится, появятся наши F-16 в небе. Если наши ракеты большой дальности будут бить еще дальше, и это разрешение будет получено Украиной, но не забываем о наших беспилотниках, которые уже долетают и до Татарстана, например. В швейцарском Бюргенштоке стартует саммит мира, который пройдет без России и на котором должны будут обговариваться основные положения и тезисы для последующих переговоров, но уже с Россией. Саммит будет проходить 2 дня. По заявлению швейцарского правительства, главная его цель, цитирую, инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и определить идеи для следующих шагов на пути к такому прогрессу. Конец цитаты. Участие принимают 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира. Свои ожидания от начавшихся переговоров мы попросили озвучить политолога Владимира Фисенко. В прошлом году, когда начинались консультации относительно проведения, скажем так, некой большой мирной конференции, предполагалось первоначально, что надо консолидировать вокруг формулы мира президента Зеленского, всех 10 пунктов, как можно большее число стран. Однако оказалось, что многие страны глобального юга не готовы поддержать все 10 пунктов формулы мира президента Зеленского. Поэтому в процессе консультации, различных встреч, которые были в прошлом году и в начале этого года в Швейцарии, пришли к выводу, что можно пойти компромиссным путем. Выбрали несколько пунктов, на данный момент 3 пункта из формулы мира президента Зеленского. Это ядерная безопасность, это продовольственная безопасность, в том числе обеспечение мирного судоходства, и обмен пленными всех на всех, а также возвращение украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с украинской территории. Россия пытается сорвать этот саммит, всяким образом пытается воздействовать на
на своих партнеров в странах глобального юга, чтобы они не участвовали в этом саммите. Почему? Потому что этот саммит ломает стратегию России. Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении в ЕС. Сколько этот процесс будет длиться, непонятно, но переговорные рамки уже установлены. Послы стран ЕС накануне вечером приняли такое решение. Председательство предложило новый компромисс. После этого послы в принципе согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Бельгийское председательство созовет первой межправительственной конференции 25 июня. То есть 25 июня станет фактическим стартом переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, но этому решению нужно еще официальное утверждение. Неназванный дипломат сказал изданию «Интерфакс Украина», что на следующей неделе это утверждение и произойдет на заседании Совета ЕС по экономическим вопросам. На бельгийской площадке Евроклир отказались разблокировать российские активы из-за американских санкций. США внесли в черный список национальный расчетный депозитарий РФ. В Брюсселе перестали обслуживать активы с его участием. Запад не имеет достаточно эффективной системы контроля за соблюдением санкций, но то, что он ее не имеет, это не означает, что он ее не будет иметь. Вот сейчас как раз все последние санкции, мне кажется, во многом идеологии строятся на том, что страны, которые вводят санкции, задумываются о том, а как бы параллельно еще не давать возможность обходить уже существующие санкции, возможно, будущие санкции. Поэтому сейчас находимся в такой реалии, и сейчас, безусловно, вот действительно было правильно сказано, что ввели новые санкции и новый пакет, и сейчас будем смотреть, как Россия будет пытаться его обойти, и, может быть, будут следующие удары по обхождению нововведенных санкций, в особенности это касается IT-услуг, которые с 24 сентября 2024 года не должны предоставляться Российской Федерации. Днями корпоративный мессенджер Slack начал сообщать своим российским пользователям о том, что в течение 30 дней их учетные записи будут приостановлены из-за принятых в США санкций касательно IT-услуг. Аннулируются аккаунты даже у тех компаний, которые купили лицензию на использование Slack за границей, утверждают игроки рынка. Украина будет стремиться к тому, чтобы Россия заплатила за весь тот ущерб, который принесла Украине своей агрессией. Россия почти наверняка на это не согласится. Но Украина работает для решения этого вопроса. Вот в частности, саммит Большой Семерки решил предоставить Украине кредит, фактически это бесплатная помощь, 50 миллиардов долларов, а основой для этого кредита, залогом для этого кредита будут российские активы, которые арестованы на Западе. И на Западе есть консенсус, на перспективу и пока в абстрактной форме, что если Россия не будет компенсировать Украине принесенный ущерб вот этой войной, то тогда эти активы будут использоваться для компенсации Украины, для того, чтобы Украина могла восстановить себя после нынешней войны. И то же самое касается ряда других вопросов. Китайский премьер-министр прибывает в Австралию, и это первый за 7 лет высокий официальный визит в страну. Его поездка в Австралию направлена на укрепление торговых и дипломатических связей, ведь Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Экологическая катастрофа в Якутии. В поселке Кысыл-Сыр на причал якутской топливно-энергетической компании пригнали танкер, который засорил нефтепродуктами реку Вилюй. Поверхность реки затянута пленкой с характерным запахом. Смотрите, вонища, солярой, нахуйная. Маслом, мазутой воняет. Он стоит, гнойный. Оттуда по-любому за борт вылили, блядь. Вот оттуда все идет. Вот узнать надо номер этого корабля. Вот. Вот, смотрите, что творится. Вот река Вилюй. Вот, сидим.
Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, и мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и продолжать делать то, что вы делаете. Ну а также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это непременно очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.